Добро пожаловать! Сегодня я хотел бы поделиться с вами одной важной, даже в чем-то жизненно необходимой темой. Представьте, вы просыпаетесь, привычно встаете с кровати, делаете несколько рутинных действий и даже не догадываетесь, что некоторые из них могут серьезно навредить вашему организму. Особенно если вам за 70. Казалось бы, что может быть более естественным и безобидным, чем утро. Когда мы просыпаемся и просто хотим потянуться, умыться и приступить к своим делам. Но правда в том, что как раз утром, в первые минуты после пробуждения, кроется реальная опасность. И если не знать о ней, можно столкнуться с серьезными последствиями. От резких скачков давления до внезапных падений. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что я расскажу о 4 наиболее распространенных утренних привычках, которые буквально ставят под угрозу здоровье людей в возрасте за 70. У многих даже и мысли не возникает, что именно эти действия могут обострять их хронические болезни, портить им день и подрывать общее самочувствие. Мне бы очень не хотелось, чтобы вы или ваши близкие пострадали из-за элементарной неосведомленности. А в финале я дам дополнительный совет, который редко встречается даже в медицинских статьях, но который способен уберечь от серьезных проблем со здоровьем. Вы готовы? Тогда устраивайтесь поудобнее. Начнем с того, что такое неправильный утренний распорядок. Ведь у всех нас свои привычки и предпочтения. Кто-то сразу делает зарядку, кто-то, наоборот, предпочитает долго лежать, а есть и те, кто первым делом ставит чайник или идет за кофе. Все это нормально, но есть утренние ритуалы, которые кажутся нам безобидными, хотя на самом деле приносят серьезный вред. Потому что именно после сна наш организм наиболее уязвим к резким перепадам давления, уровню жидкости, изменениям в питании и резким движениям. Итак, давайте разберем самую первую коварную утреннюю ошибку, которая может отразиться и на давлении, и на работе сердца, и на самочувствии в целом. Первая ошибка — резко вставать с кровати. Многие из нас привыкли, как только открыли глаза, попытаться сесть и тут же встать на ноги. Но чем старше мы становимся, тем более чувствительной к таким резким переменам становится сердечно-сосудистая система. Дело в том, что во время ночного отдыха кровь, грубо говоря, застаивается в нижних отделах тела, ведь мы долго лежали без движения. И когда мы внезапно поднимаемся, организму приходится в считанные секунды перенаправить кровоток, изменяя давление в сосудах. Для тех, кому за 70, это особенно критично. Может произойти резкий скачок или падение давления. То, что врачи называют ортостатической гипотензией. Проявляется она в виде внезапного головокружения, чувство, что земля уходит из-под ног. А если баланс в этот момент нарушится, то можно запросто упасть. Подумайте, насколько часто вы просыпались и чувствовали, что в глазах словно темнеет, или что нужно ухватиться за тумбочку, чтобы не упасть. Это самый явный сигнал, что вы встали слишком быстро. Как же правильно поступить? Все очень просто. Перед тем, как встать, обязательно потянитесь в кровати, мягко пошевелите руками и ногами, сделайте несколько глубоких вдохов. Затем плавно сядьте, поставьте стопы на пол, посидите буквально 10-15 секунд, и только после этого аккуратно встаньте. За это время кровь успеет перераспределиться, давление более или менее стабилизируется, и риск головокружения заметно уменьшится. Поверьте, эти лишние секунды могут сохранить вам здоровье, а в ряде случаев — и жизнь. Прежде чем я перейду ко второй ошибке, хочу отметить, что все, о чем я рассказываю, результат не только моих личных наблюдений, но и обобщения рекомендаций врачей-кардиологов и геронтологов. Большинство специалистов сходятся на том, что с возрастом нужно все больше внимания уделять плавным переходам. От сна к бодрствованию, от покоя к физической активности, от голодного желудка к приему пищи. Почему так важно быть осведомленным? Потому что если всю жизнь мы могли позволять себе привычки, которые не приводили к проблемам в 30-40 лет, то после 70 любая мелочь может стать последней каплей для наших сосудов и суставов. Ошибка 2. Игнорировать обезвоживание. Когда мы просыпаемся утром, многие из нас замечают сухость во рту, но вместо того, чтобы утолить жажду, сразу идут готовить завтрак, принимать лекарства или пить кофе. В результате организм не получает необходимую ему чистую воду. Важно помнить, что с возрастом ощущение жажды притупляется, и люди старшего возраста часто недооценивают значимость питьевого режима. За время сна мы теряем жидкость через дыхание и потоотделение, пусть даже минимальное, а это приводит к сгущению крови.
Сердцу становится труднее перекачивать более густую кровь, что создает дополнительную нагрузку на сосуды. Если вы по утрам замечаете головные боли, вялость или слабость, вполне возможно, причина кроется в легком обезвоживании организма. Врачи рекомендуют сразу после пробуждения выпивать 1 полный стакан воды комнатной температуры. Почему именно комнатной? Горячая вода может раздражать слизистую желудка, особенно натощак. Слишком холодная вода способна вызвать спазм сосудов. Вода комнатной температуры — идеальный вариант для мягкого пробуждения организма. Еще один важный сигнал. Если после сна цвет мочи темный, это прямое указание на недостаток жидкости в организме. Не дожидайтесь, пока организм начнет подавать тревожные сигналы. Пейте воду заранее. Тем более с возрастом почки особенно нуждаются в поддержке для нормальной фильтрации. Кстати, если вы переживаете из-за возможных отеков, знайте, правильное распределение воды в течение дня как раз помогает снизить нагрузку на сосуды и уменьшает вероятность появления отеков. Вы можете задать закономерный вопрос. А что же делать, если у меня сразу несколько таких привычек? Например, я и быстро встаю, и вообще забываю утром пить воду. Ответ простой. Начните постепенно корректировать свой распорядок. Выберите одну привычку, которую вы скорректируете уже завтра. Допустим, начните с того, что не будете резко вскакивать с кровати, а потратите дополнительные 30 секунд на медленный переход к вертикальному положению. Через неделю закрепите вторую привычку — стакан воды сразу после пробуждения и так далее, пока все пункты не войдут в рутину. Не пытайтесь менять все разом, потому что мы часто бросаем начатое, если пытаемся внедрить слишком много правил одновременно. Важно помнить, что эти корректировки не просто формальности. Они реально продлевают вашу активность и улучшают качество жизни. А теперь обещанный дополнительный совет, о котором я упоминал в начале. Зачастую про него забывают даже врачи, ведь он больше связан не с физиологией, а с нашим бытом. Я говорю о соблюдении безопасности вокруг кровати. Да, вы не ослышались. Насколько удобно и безопасно оборудовано пространство, где вы проводите ночной сон и делаете первые шаги утром, может уберечь вас от множества неприятностей. Какие моменты здесь важны? Первое — это освещение. Очень часто пожилые люди встают в полной темноте, шагают куда-то в соседнюю комнату на ощупь и бац, ударяются о стул, тумбочку, порог или попросту теряют равновесие, пока глаза еще не адаптировались. Выход — поставьте недалеко от кровати ночник или используйте любой другой мягкий источник света, чтобы вы сразу видели, куда идете. Второе — отсутствие лишних предметов на полу, особенно проводов. Провод от зарядки, провод от ночной лампы, случайно упавшая книжка — все это потенциальные причины для падения. Уберите с пола все, о что вы могли бы споткнуться, особенно если вы встаете среди ночи или очень рано утром. Третье — держите рядом с кроватью надежную опору. Это может быть кресло со спинкой, крепкая тумба, на которую вы опираетесь рукой, или хотя бы специальная опора, продающаяся в магазинах медтехники. Смысл в том, чтобы в первые секунды после пробуждения, если вдруг закружится голова или поведет в сторону, у вас была точка поддержки. Все эти мелкие детали в совокупности с правильными утренними привычками дают вам большую степень свободы и безопасности. Ведь стоит нам почувствовать неуверенность в первом шаге, как тут же возрастает риск упасть, травмировать бедро, поясницу или голову. А пожилому человеку, к сожалению, падение может стоить очень дорого. От длительного лечения до развития серьезных осложнений. Итак, давайте подытожим все, о чем мы сегодня говорили. Во-первых, не вставайте с кровати рывком. Выделите несколько секунд на то, чтобы разогнать кровь и стабилизировать давление. Во-вторых, пейте воду сразу после пробуждения, потому что обезвоживание по утрам — одна из главных причин головокружений, слабости и головных болей. В-третьих, не стоит налегать на кофе натощак. Лучше слегка перекусить, прежде чем обрадовать себя горячим напитком. И в-четвертых, не забывайте о том, что вашим суставам тоже нужна разминка, особенно когда вы только проснулись. Наконец, позаботьтесь о том, чтобы ваш прикроватный уголок был свободен от опасных предметов, а освещение позволяло безопасно сделать первые шаги. Это кажется мелочью, но именно из таких деталей складывается наше здоровье и долголетие. Возможно, кто-то из вас сейчас скажет: «Ну я столько лет так делал, и пока все нормально». Хорошо, что все нормально.
Но помните, с возрастом у организма все меньше резервов, и то, что не причиняло вреда в 50, может представлять угрозу в 70 или 80. Врачи как раз и говорят, что разумные привычки — это способ заблаговременной профилактики. Лучше начать заботиться о себе сейчас, чем потом мучиться от последствий. Спасибо, что досмотрели до конца. Если информация оказалась для вас полезной, напишите об этом в комментариях. Может быть, у вас есть свои секреты, как правильно организовать утро и не допустить неприятных ощущений. Поделитесь, ведь многим будет интересно узнать и ваш опыт. Если вы хотите, чтобы подобные советы доходили и до ваших друзей и близких, не забудьте отправить им ссылку на это видео. Ну а я, в свою очередь, постараюсь продолжать делиться полезными рекомендациями для людей зрелого возраста, которые хотят оставаться бодрыми, активными и здоровыми. Заботьтесь о себе. Берегите свои суставы, сосуды и нервы. И пусть каждое ваше утро будет наполнено легкостью и приятным настроением. До встречи в следующем ролике. Всего вам доброго и крепкого здоровья.